10 тысяч долларов на элитный алкоголь, миллионы евро на куртизанок и своя личная армия в 100 тысяч человек. Так и живет лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. В этом видео вы узнаете, как пришла к власти династия Кимов, почему диктаторов до сих пор не свергли и сколько стоят самые дорогие автомобили этого диктатора. Приятного просмотра! После Второй мировой войны Корея, которая ранее была колонией Японии, была разделена на два государства. Северную часть поддерживал Союз Советских Социалистических Республик, а южную – Соединенные Штаты Америки. К сожалению, у двух мировых держав не получилось договориться об объединении страны в единое государство. 9 сентября 1948 года в ответ на создание Республики Корея на свет появилась Корейская Народная Демократическая Республика. Противоречия между государствами вылились в начало войны в 1950 году. Тогда КНДР вторгся на территорию Республики Корея и за короткое время захватил почти 80% всей территории своего соседа. Естественно, это не понравилось США, из-за чего те стали помогать Южной Корее. В короткий срок ход войны был полностью повернут в обратную сторону, и тогда в войну подключился уже СССР и Китай. В итоге война закончилась спустя 3 года. Государства остались при своих границах, а 80% всей инфраструктуры КНДР, включая жилой фонд, было полностью уничтожено. Стоит отметить, что даже в результате столь ужасных итогов войны власть в Северной Корее осталась все той же. Как это возможно? Да все просто. Ким Ир Сен, глава КНДР, объявил победу в Отечественной освободительной войне, которую он сам и начал, напав на соседа. А дальше в страну хлынула помощь от СССР и Китая. Технологии, продукты питания, медицинская помощь. Страна огромными темпами начала развиваться буквально из руин. Отдельное внимание лидер государства уделил детям, которые в результате боевых действий потеряли свою семью. И понимая, что жители страны начали поддерживать правителя, Ким Ир Сен создал культ личности. Народ буквально восхвалял своего лидера, который, по их мнению, подарил им прекрасную развитую страну. Ким Ир Сен стал солнцем нации. Его буквально боготворили все жители. А когда в 1994 году он умер, по всей стране был объявлен 3-летний траур. Наследником солнца нации Ким Ир Сена стал его сын Ким Чен Ир. В его годы правления культ личности не только остался, но и продолжил развиваться. Кабинеты школ, медучреждений и государственных чиновников должны были обязательно украшаться портретами лидеров нации. В честь Ким Чен Ира пишут стихи и поэмы, его цитаты, как и цитаты отца и внука, вставляют в каждую выпускаемую книгу. Сам правитель был известен не только из-за диктатуры, но и благодаря своим композиторским навыкам. Считается, что Ким Чен Ир написал 6 опер всего за 2 года. Все его произведения считаются общественным достоянием и настоящей классикой. В стране он также считается гениальным архитектором, который спроектировал в Пхеньяне башню Чучхе. Годы правления Ким Чен Ира выпали на самое тяжелое время. Союзный СССР перестал существовать, а Китай больше не поддерживал КНДР должным образом и все больше сотрудничал с Западом. В итоге в Северной Корее начался жуткий голод. Почти все население страны страдало из-за отсутствия продуктов на прилавках, в школах и детских садах детей нечем было кормить, а смертность от голода превысила все немыслимые значения. И как вы думаете, кто все-таки помог КНДР в этой ужасной ситуации? Конечно же, враждебный для страны Запад. США и Европа направляли в страну свою гуманитарную помощь. Правда, в самой Корее это не принято афишировать. Считается, что из жуткой ситуации страну вывел никто иной, как Ким Чен Ир. Он разрешил в стране хоть какую-то частную торговлю. И это в коммунистической стране. Понемногу на прилавках стали появляться продукты питания, и страна вышла из серьезного кризиса. Правда, народ хоть и перестал голодать, уровень его жизни так и остался низким. На смену Ким Чен Иру пришел его сын. О том, как он живет, мы сейчас и расскажем.
Точной даты рождения Ким Чен Ына никто не знает. По некоторым данным, родился он в 1982 году. Где-то утверждают, что в 1984. Куда интереснее то, как и где он учился. Может показаться, что в Северной Корее запрещены любые упоминания западных стран. США для жителей КНДР считается самым высшим злом, а Европа, которая тесно сотрудничает с Америкой, не менее опасна для страны. Но сам Ким Чен Ын, лидер нации, в 90-х годах прошлого столетия учился в швейцарском Берне. Он увлекался баскетболом, фанател от команды Chicago Bulls, обожал носить американские Nike Air Max и обожал Майкла Джордана. Казалось бы, это типичный европейский подросток, который на выходных ездил в Диснейленд и разговаривал на нескольких языках. Но под маской самого обычного мальчика, наслаждающегося европейским техническим прогрессом, рос самый известный в современности диктатор. Тогда он носил имя Пак Ин и редко контактировал со своими одноклассниками. Но долго скрываться под маской сына сотрудника посольства будущему диктатору не хотелось, и продолжать учебу в лучших европейских университетах он не стал. Ким Чен Ын вернулся на родину, где стал студентом военного университета имени Ким Ир Сена. Уже тогда он имел особые привилегии. Обучался он не со всеми студентами в стенах института, а у себя дома, куда приезжали лучшие профессора. В 2007 году он закончил университет и получил сразу 2 образования – одно по физике, а второе в качестве военного офицера. Еще в студенческие годы Ким Чен Ын очень сильно увлекался баскетболом. Поэтому в начале 2000-х он даже приглашал к себе домой самого известного американского баскетболиста в мире Майкла Джордана. Тогда эта встреча не состоялась. Но когда Ким Чен Ын только пришел к власти, США решили наладить контакт между странами. Именно баскетбол стал отличным способом для Америки понять, кто же такой этот новый лидер КНДР. Отправить в Северную Корею решили Денниса Родмана. В итоге он несколько раз отправится в Пхеньян. Спортсмен не только поиграет вместе с лучшей командой Кореи в баскетбол, но и будет выпивать вместе с Ким Чен Ыном и даже лично споет песню в честь дня рождения лидера КНДР. Эта попытка наладить отношения по факту не принесла никаких успехов для Северной Кореи и США. Поездки баскетболиста стали не более чем пиар-ходом для внутреннего рынка обеих стран. В Америке показали, что КНДР не такая уж страшная страна, где расстреливают каждого встречного, а самой Корее показывали, насколько их новый лидер добрый, распустил своего врага к себе домой. Но куда интереснее то, что к своим 30 годам Ким Чен Ын имел серьезную зависимость от алкоголя и сигарет. Скорее всего, она появилась из-за его отца Ким Чен Ира, который точно так же злоупотреблял ими. Лидер нации обожает враждебный американский ликер и дорогие французские сигареты, пачка которых стоит около $50. К слову, на элитный иностранный алкоголь из государственного бюджета расходуется около $30 тысяч ежегодно. Но почему Ким Чен Ына все вокруг называют диктатором? Да дело в том, как он пришел к власти и что для этого делал. В 2010 году Ким Чен Ын был представлен как наследник власти в Северной Корее. Он официально стал членом рабочей партии и получил звание генерала армии. С этого же момента он начал сопровождать отца на всех официальных встречах и праздниках. Важно отметить то, какие шаги делал будущий лидер КНДР для получения авторитета среди военных. По некоторым данным, он был причастен к нескольким нападениям на Южную Корею. В декабре 2011 года Ким Чен Ир умер от сердечного приступа. Известно о том, что он страдал от ряда заболеваний, которые могут быть связаны с частым употреблением спиртного и сигарет. Незадолго до его смерти Ким Чен Ын был назначен главой службы государственной безопасности, а 31 декабря 2011 года, уже после смерти своего отца, он стал верховным главнокомандующим Корейской народной армии и председателем трудовой партии, которая правила в стране. Таким образом, Ким Чен Ын сосредоточил в своих руках всю власть в стране. Естественно, делиться лакомым кусочком он не хотел.
С первых же дней он показал свою натуру жесткого бескомпромиссного диктатора. По некоторым данным, которые невозможно подтвердить, за все время правления Ким Чен Ына было казнено более 70 человек. В основном это были те, кто противостоял правителю. Он устраивал публичные казни высокопоставленных чиновников за самые мелкие проступки, даже за сон на рабочем месте. Естественно, все это происходило из-за информации о том, что эти люди вели деятельность против лидера нации. А в 2013 году была казнена семья его дяди Чан Сон Тхэка, включая всех детей и внуков, за то, что, по некоторой информации, они готовились совершить государственный переворот. А в 2017 году был отравлен и убит Ким Чон Нам, сводный брат Ким Чен Ына, который часто нелестно отзывался о нынешнем правителе КНДР. Таким образом, диктатор боролся со всеми возможными противниками, которые могли свергнуть его с трона. Так как Северная Корея очень закрытая страна, достоверной информации о ее лидере совсем немного. Например, мало что известно о семье Ким Чен Ына. Начиная с 2022 года, лидер КНДР появился на разных мероприятиях вместе со своей дочерью Ким Джу Э. После этих встреч появились слухи, будто девушка станет преемником. Случилось это по одной простой причине – все мероприятия, которые они посещали, были на военную тематику. Например, появлялось фото с запуска межконтинентальных баллистических ракет, с военных парадов или встреч с генералами. По данным иностранной разведки, у Ким Чен Ына 3 детей – 2 девочки и 1 сын. Самому младшему из них около 6 лет. Жена Кима Ли Соль Джу. О ней известно почти с первых дней правления диктатора, ведь она первая леди Северной Кореи. По некоторой информации, пара поженилась в 2012 году. В то же время они начали появляться вместе на публике. Сама Ли Соль Джу родилась в портовом городе Чхонджин, после чего переехала в Пхеньян. Там она поступила в один университет с Ким Чен Ыном, где с ним и познакомилась. А дальше ты узнаешь, на что тратит свои миллиарды лидер КНДР. Помимо элитного алкоголя и сигарет, Ким Чен Ын обожает питаться импортными продуктами. Например, он очень любит санкционные фуагра, лобстеров и икру. Конечно же, из-за санкций все эти продукты стоят колоссальных денег. По некоторым данным, только на еду для лидера из госбюджета каждый год тратится несколько миллионов долларов. Но на этом диктатор не останавливается. Ким Чен Ын также сильно любит различные предметы роскоши, конечно же, находящиеся в санкционном списке. За один только 2017 год лидер КНДР потратил около 500 миллионов долларов на музыкальные предметы и коллекцию дорогостоящих часов. Еще он владеет целым табуном чистокровных породистых лошадей. Всего их насчитывается около 140. На их покупку ушло более 500 тысяч долларов. Интересно, для чего ему все это нужно? Но куда интереснее другие инвестиции Ким Чен Ына. В горах на деньги налогоплательщиков было построено несколько элитных горнолыжных курортов. На один из них, по разным оценкам, было затрачено более 28 миллионов долларов, а построили его всего за 1 год. Но то, где проживает лидер Северной Кореи, может очень сильно удивить вас. В собственности Ким Чен Ына насчитывается около 20 дворцов, которые расположены в разных уголках страны. Самый главный из них находится в Пхеньяне, столице Северной Кореи. По некоторым данным, резиденция имеет защиту даже от ядерного взрыва. Вокруг него возведен забор, защищенный большим количеством военных и высоким напряжением, а также минными полями. Под дворцом расположилась железнодорожная станция, которая принадлежит лично лидеру нации. По некоторым данным, там также находится сеть тоннелей, которые ведут в другие резиденции Ким Чен Ына. Внутри дом украшен дорогостоящими материалами, редкими породами дерева, мраморными колоннами и статуями корейских богинь. На прилегающей территории находится парк с фонтанами, а также сады, украшенные дорогими и редкими растениями. Это единственная резиденция Ким Чен Ына, которую смогли увидеть в массах. Другие же объекты очень тщательно скрываются.
По некоторым данным, в 18 из 20 резиденций есть своя подземная железнодорожная станция. Увидеть сами дворцы можно только со спутниковых снимков разведки. На них четко видны масштабы, с которыми живет Ким Чен Ын. На территории резиденции есть свой футбольный стадион, бассейн, ипподром, аквапарк и даже рукотворное озеро. Лидер Северной Кореи тратит огромные суммы не только на элитную недвижимость. В его распоряжении есть два Mercedes-Benz Maybach C600 Pullman Guard, каждый из которых стоит $1,5 миллиона. Это бронированные лимузины, которые могут выдержать даже прямой выстрел из гранатомета. Есть и другие роскошные авто, например, бронированный Rolls-Royce Phantom, выполненный на заказ в Великобритании за $2 миллиона. Но не только бронированные авто охраняют Ким Чен Ына во время его передвижения. Рядом с машиной всегда есть живой щит, состоящий из людей, входящих в личную армию лидера КНДР. По некоторым данным, в состав его охраны входит от 30 до 100 тысяч человек. В 2012 году Ким Чен Ын лично собрал состав вокально-инструментального ансамбля «Маранбон», который стал самым популярным в Северной Корее. Но на этом он не остановился. Лидер КНДР лично собрал гарем из более чем 2000 самых красивых девушек Северной Кореи. Все эти девушки должны в любой момент времени выполнять все, что прикажут высшие чиновники, особые гости и, конечно же, лидер страны. По рассказам бежавших из страны бывших участниц этого отряда, зарплата там составляла около $4000, а на содержание всех девушек ежегодно уходило более $3,5 миллионов. Именно так живет самый жестокий диктатор нашего времени. На этом все. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока!